Сейчас мы будем рисовать вот такие вот волосы. Здесь у нас три варианта сразу. А, Прическа вот такая вот у нас. Короткая, скажем, стрижка. Затем у нас от виска идет к затылку такой участок, где у нас совсем короткие волосы. Если бы это было бы на лице, то это бы называлось, наверное, 3 дня небритости или 2 дня. Ну и борода, усы. Сейчас я покажу, как я это все делаю, как я все это рисую. На самом деле это вообще не сложно, очень просто. Когда это все будет разбито на участки, на этапы, все сразу станет понятно. Итак, я делаю эскиз. Очень просто, на глазомер. Здесь на самом деле не сложно, потому что у нас нету глаз, носа, с которых обычно строится портрет. Здесь у нас просто вот такой вот объект. Соответственно, если у нас будут какие-то погрешности в пропорциях, это практически не будет заметно. Главное нам подчеркнуть правильную форму головы. А саму голову достаточно просто передать. Если вот, например, посмотреть вот от уха до верха, до макушки, и потом у нас направо уже падает вниз, там у нас завершается прическа чубом. И потом, значит, у нас идет линия, где у нас лоб с волосами стыкуется, если можно так сказать. Вот здесь вот справа у нас подлиннее участок получился, где чуб, где лоб. А слева, где от виска и до затылка, у нас покороче участок. Вот этот момент только нужно соблюсти. Собственно, и все. А вот эти все линии, которые я сейчас иду, они просто должны быть параллельны, как на фотографии. Здесь четкой границы нет, немножечко там размыто. Ну и, собственно, таким способом можно набросать эскиз на глаз. Просто смотрите, вот линия подбородка, она у нас ровно под вот этим углом, где у нас начинается справа чуб виска, там справа. Вот тут линия шеи, видите, примерно вот так вот. Все таким вот способом, все относительно чего-то где-то находится на каком-то месте относительно друг друга. Что-то нарисовали, все, от этого уже нужно отталкиваться, если вы нарисовали правильно. Но это про построение, про эскиз. Самое главное мне сейчас вам продемонстрировать, как легко, ну, вообще как нарисовать бороду, короткие волосы. Вот это место, где у нас очень коротко. Сейчас все покажу. Ну, собственно, и все. Достаточно для того, чтобы начать раскрашивать. Здесь у меня немножечко на видео не совсем соответствует, если сравнивать пропорции фотографии, потому что камера немножечко стоит под углом слева от меня и немножечко сверху вниз снимает, соответственно, такое искажение получилось. На самом деле все не так, все похоже. Все соответствует. Ну, это, собственно, не важно. Нам сейчас нужно продемонстрировать, как рисовать волосы. Вот такие, как здесь. Я думаю, все достаточно. Можно уже начинать раскрашивать.
Сначала я поработаю вот такой вот кисточкой. Она позволяет и широкие какие-то моменты нарисовать, и более-менее узенькие, тоненькие, если нужно. То есть я введу, чтобы наша работа карандашом не пропала зря, чтобы она не затушевалась и не исчезла. Сейчас сделаем такую обводочку. Фон у нас будет темный, поэтому я делаю такую вот границу, подчеркнул, где тонкий момент, и чтобы можно было сразу работать там более производительной кисточкой. Сейчас я везде пройдусь, везде все повторю, потом поработаем большой кисточкой с тональностью, как обычно, потом прорисовка, потом ластиком прорисовка, потом еще раз по тональности пройдемся, берем искажения, которые у нас от следующих двух этапов получились, и затем контрольная прорисовочка, и рисунок готов. Здесь вот я большой кисточкой задаю направление волос. И, грубо говоря, мне нужно сейчас выделить темное сначала с направлением роста волос. Я просто сделал такой этап. Выделил темное с направлением волос. Теперь это нужно усилить.
Но самые светлые участки нужно постараться оставить их светлыми, чтобы они у нас не закрасились, не затушевались. Остальное, все, что закрасилось, доработаем ластиком. Здесь вот сразу видите, у нас там, где волосы начинают расти длиннее, такой переходик у нас получается. Сразу его делаем. Вот как раз в таких случаях, если наша кисточка дает на бумаге катушки, такое бывает, если плохо поработать ей на палитре, плохо подготовить, плохо загрузить, сразу начать рисовать, она может оставлять такие черные точки. В данном случае, вот в этом месте от виска к затылку, это очень удобно, потому что нам потом придется эти темные полосочки еще дополнительно порисовать. А здесь они у нас сами собой получаются. Все, что можно большой кисточкой, сразу делаем. Потом маленькой кисточкой, которая имеет меньшую производительность, работать придется меньше. То есть мы себе как бы облегчаем в будущем задачу. Сейчас я еще сильнее уточняю темные наши места. Как бы заранее подразумевая, что следующий этап будет работа ластиком. То есть мне нужно сразу затемнить все так, чтобы ластик потом очень хорошо на это лег. Этап работы ластиком достаточно хорошо лег на этот слой. Я могу сказать, что я стараюсь сейчас проработать так, как если бы у меня не было бы ластика. Ну, к примеру, он не нужен, но у меня, к сожалению, его нет. Вот я стараюсь сейчас очень четко так порисовать. Но потом, когда я возьму ластик и поработаю им, то будет еще лучше. Вот так нужно делать на каждом этапе. То есть с каждого этапа выжимать максимум. Тогда следующий этап будет еще эффективнее и более легко выполнимый. Мне очень нравится, как работает ластик. Посмотрите, как четко он
высветляет нужные места, но здесь немножко в кадр не попало. Ну, потом в конце будет фотография, этот момент можно будет разглядеть. То есть мы в сторону убрали все кисточки и несколько минут работаем ластиком. Вот здесь по краям, смотрите, какая интересная ситуация. Если бы мы не подготовили темный фон, то ластиком было бы работать не на чем. Вот так подсветлить волосы, подсветить, если можно так сказать, волосы нам позволил темный фон. Ну а сейчас мы просто рисуем ластиком, как белым цветом по темной бумаге. То есть белым по черному. Вот прям так это и нужно воспринимать. Делать это нужно сразу, не надо затягивать. Вообще, когда рисуете волосы, там очень много работы. Будет работа ластиком, то есть процентов 30, иногда 50% вы будете высветлять резинкой, ластиком. Поэтому, если уж начали рисовать волосы, то нужно заканчивать их не переставая. Если вы отложите эту работу на следующий день, краска на бумаге высохнет, и вот такие тонкие, четкие, мелкие волоски вы уже не сможете нацарапать, потому что краска не позволит этого сделать, она высохнет и все. Как если бы вы пытались стереть резинкой картинку в журнале. А если это сделать сразу, то ластик практически рисует очень тонкие линии. На следующий день, конечно, вы сможете поработать ластиком, но если вы будете тереть какую-то жирную линию на одном месте, то да, она будет, и она получится такими размытыми краями. А вот таких острых, тоненьких волосков у вас точно не получится на следующий день. Поэтому нужно делать сразу. Если дело, как говорится, к вечеру, и вы видите, что не успеваете порисовать волосы, рисуйте какие-то другие участки. Иногда, когда я рисую портрет, я все время подразумеваю два таких этапа, основных этапа. Волосы и лицо. Если я не успеваю сегодня нарисовать волосы, то я рисую лицо, глаза, там все остальное. Полностью лицо можно рисовать, даже вообще без волос. А на следующий день уже волосы. Или наоборот, если время позволяет, тогда можно выбирать то, что хочется.
Смотрите, сначала мы рисовали большой кисточкой, такое общее затемнение и всего лишь обозначили направление волос. Потом мы взяли кисточку поменьше, но уже плоскую, подчеркнули эти темные места. Потом поработали ластиком эти волосы, которые у нас там образовались, они стали еще лучше видны. А сейчас между ними я взял такую мокрую кисточку, хорошенько смоченную маслом с краской, и уточняю детализацию таким образом. Моменты, которые у нас получились чересчур ярко выраженными, излишне ярко выраженными, нам нужно немножко приглушить, и это легко делает большая кисточка. Ну, сейчас опять, в принципе, то же самое, что мы делали и с волосами на голове. То же самое мы делаем с волосами на усах, с бородой. Сначала мы нарисовали такое грубое пятно, грубые такие, без четких границ полосы. Но здесь вот я решил сразу обозначить, где у нас будут губы, чтобы они у нас не потерялись. Вот. А потом мы уже также по такому же принципу, как вообще все, будем рисовать бороды и усы. Сначала грубые какие-то формы придадим, потом ластиком, потом мелкой кисточкой, потом опять ластиком кое-где уточним, устраним недостатки, подчеркнем что-нибудь, и все. Видите, как это просто делается? Сразу с направлением волос. Если где-то что-то лишнее закрасится, всегда есть ластик. Иногда это лишнее даже специально нужно сделать, чтобы потом более четко поработать ластиком, чтобы ему было где поработать.
Еще раз подчеркнули основные какие-то волосы, которые бросаются в глаза, большой кисточкой. Не особо точные моменты. Здесь обратите внимание, как только вы немножечко затушевали зону, которая возле бороды находится, сама борода у нас стала сразу немножко реалистичнее, где-то еще процентов на 10-15. Вот так по крупицам мы создаем реалистичность. Смотрите, как замечательно работает ластик. Давайте посчитаем, сколько у нас слоев. То есть, если мы будем сразу какой-то участок пытаться делать таким прорисованным, то это, наверное, покажется вообще невозможным. А вот если мы разобьем все на слои, они же этапы, то у нас получится первое, значит, большой кисточкой мы грубо все обозначили такие вот самые темные места. Потом взяли кисточку, обозначили направление волос. Потом, это второй уже слой, потом мы немножечко затушевали зону около бороды, чтобы на ней потом поработать ластиком. Теперь мы работаем ластиком. Потом мы еще поработаем маленькой кисточкой с тонкими волосками, еще реалистичнее станет. И потом, значит, подчиним все целому еще раз большой кисточкой. Какие-то грубые огрехи сгладятся. Если затушуется то, что должно быть подчеркнуто, потом еще подчеркнем. И очень здорово получается. Просто все слой на слой накладывается, и получается реалистично.
Если рисовать все до такой степени, как на фотографии, все, то также у вас и получится, как на фотографии. Если, конечно, позволит вам размер рисунка и размер кисточек, то будет все максимально реалистично. Но когда-то мы упремся в какой-то такой потолок, который мы не сможем преодолеть по техническим условиям, так сказать. Поэтому самое главное, нужно посмотреть, чтобы в целом издалека всегда бросается в глаза светотени, то есть издалека всегда видно, где темнее, где светлее. Вот это нужно учесть, когда мы выполняем задачу подчинить детализацию целой картине. Ну вот, собственно, практически все готово. Сейчас вы увидите фотографию законченного рисунка. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем уроке.